Доброго времени суток, с вами Атлан, поговорим про цену биткоина. Открыт график биткоин на 4-часовом таймфрейме на бирже BingX. Торгую я непосредственно на бирже BingX, так как здесь есть изолированная раздельная маржинальная торговля в режиме хеджирования, в режиме одного актива. Выставляете эти параметры. Это позволяет вам открывать на одном инструменте, например, биткоин или этериум или какой-то другой, который вы больше всего используете, да, открывать по несколько лонг или шорт позиций. Что это вам позволяет в дальнейшем, да? Этот план подходит для любой стратегии абсолютно. Таким образом, я открываю снизу лонг позиции, цена уходит в плюс, перевожу в безубыток от важных сильных уровней. Если есть вероятность разворота, да, открываем, дополняем шорт позиции. И маркетмейкер, если выбивает, ничего страшного, идем дальше, да. Наши сделки, которые мы открыли в плюс, перевели в безубыток и оставили на продолжение движения. Часть из этих сделок закрыли по целям, часть оставили на продолжение движения. Таким образом, у нас есть открытые позиции и на 26 тысячах, да, долларах за биткоин и выше. И с большим процентом в данный момент часть в прошлом, когда мы открывали эти сделки, часть из них была закрыта с хорошим плюсом. На одну часть из этих позиций, на одну часть из прибыли из этих позиций мы откупили спот, что-то переложили в какие-то альткоины, да, дополнительные подбирали, что-то выводили в жизнь и использовали эти средства. В общем, работаем аккуратно. Здесь у нас структура формировалась клин. На самом деле это такая структура была, как медвежий клин. И здесь вот в этой точке была вероятность разворота, да, но мы видим, как мы хорошо и красиво здесь пробились, да, мы именно пробили этот, не было остановки, не было шанса запрыгнуть здесь, открыть шорт позиции. То есть если бы здесь цена остановилась и попыталась разворачиваться, да, я бы здесь, естественно, подобрал бы шорт-позиции. На самом деле попытка была вот в этом месте. На 15-минутном таймфрейме была вероятность, да, здесь расторговка такая была. Но опять же, подобрали позиции, ушли вниз, да, когда у нас правое плечо здесь вырисовывалось. И когда цена возвращалась обратно, закрылась по стоп-ордеру. Всегда используйте стоп-ордер. То есть ваш стоп это... Я работаю по принципу 80 на 20. 20% это убыток из позиции. 80 это первая часть заработка в плюс. И остальные позиции оставляю на продолжение движения, если это у нас шорт, да, или если это у нас лонг. Понятно? Еще раз, 20% это стоп от любой позиции. То есть, если я здесь подобрал сделку, я ставлю стоп около 20%. Далее, когда выходим в плюс, цена ушла наверх, стоп подтягиваю в ноль, в безубыток. Обычно это составляет 1%, очень удобно на бирже в ручном режиме, да, очень удобно выставлять 1% дальше. То есть, если маркетмейкер вел цену, да, и резко провалился вниз, то есть здесь из этих позиций будет убыток только 1%. Я это называю как безубыток. Но в данной ситуации мы видим, что у нас цена ушла наверх, и эти сделки, которые здесь открывал, вышли в хороший плюс. Естественно, стоп, переведенный в безубыток, да, часть из этих сделок можно закрыть, часть оставить на продолжение движения. На 4-часовом таймфрейме мы видим, как мы опять подошли к нашему, подходили к нашему сильному важному уровню, это 117 тысяч
118 824, я про этот уровень говорил вам ранее, да, у нас здесь было как раз его четкое касание, мы отсюда шорт-позиции подбирали, закрыли их, хороший плюс. Дальше опять от зоны неопределенности на недельной таймфрейме, которая была отмечена и здесь, да, и ранее. То есть мы эту зону видели еще с вот, в общем, из прошлого, да, еще с вот этого времени мы уже знали про эту зону неопределенности, и я вам ее показывал. И мы видим, цена, да, пришла в эту часть, вернулась обратно. То есть четко в нашей структуре двигается. Дальше пробились наверх. У нас здесь рисуется как паттерн, можно назвать его паттерн дракона. Обычно это паттерн разворотный, да, когда рынок спускался вниз, и внизу нам нарисовал дракона. И дальше уже из этого дракона пробитие, да, закрепление выше хребта и поход к голове. Там еще нужно смотреть по уровню Фибоначчи, естественно. Все это постоянно показываю и в закрытой группе, да, и иногда снимаю видеообзоры, когда есть такие структуры, показываю и двигаемся за маркетмейкером. Некоторые иногда задают вопрос, мы что, являемся маркетмейкером, потому что рынок движется четко по нашим целям. Бывает, конечно, и против, да, вот как здесь, например, есть вероятность, то, что мы могли, здесь была и такая вероятность, что мы могли здесь пройти ниже, и уже у нас поэтому были отмечены цели, куда мы можем пойти вниз. Теперь эти цели, естественно, больше не актуальны, чтобы видно, рынок развернулся и уже вышел выше даже этого уровня. Эти цели больше не актуальны. Уровень 38% по Фибоначчи, если бы мы шли вниз, да, это зона маска. Опять же, мы здесь 30%. Первая коррекция, да, закрыли часть. Вторая коррекция, закрыли часть. То есть этот момент, как раз этот объем нас могли бы утащить ниже, но они, видите, да, как это все дело расторговали. Далее пойдем наверх. Рынок постоянно расти не может. Так и на 4-часовом таймфрейме мы видим, как цена остановилась у зоны, опять же, нами ранее отмеченной зоны психологического сопротивления. Это 120 097. 120 097. Так. Далее у нас может пройти коррекционное движение. Здесь у нас ближайшая зона, да, сопротивления. Это область 118 тысяч. У нас так все расторговывается. Я думаю, они еще сейчас выше даже закинут. Но если мы будем пробивать 118, закрепляться ниже, у нас первые поддержки это 114 700 и 114 тысяч. В общем, если сейчас здесь отсюда идем в разворот, от этого уровня здесь я подобрал несколько шорт-позиций. Стоп за этот экстремум ближайший. И первые цели это ретест нашего нисходящего нашей нисходящей трендовой. То есть вот в этой области где-то 114 тысяч, да, и возможно даже поход к 113 100. Желательно не пробиваться, не закрепляться ниже. Пробьемся, закрепимся ниже, могут опять же это все дело развернуть и потянуть ниже. По нашему паттерну дракон у нас здесь левая лапа, правая, да, хребет, пробились. Уровень головы здесь это цель 123 800, 123 500, 123 800, 124, да, прошлый этаж, который, кстати, мы в прошлый раз тоже очень хорошо поймали, вот здесь. Так, и это еще не все. То есть после этого движения, если мы сейчас здесь закрепляемся, делаем ретест, да, у нас первые цели, которые я ожидаю из этой структуры, которая у нас только вот здесь есть.
Это то, что я говорил в прошлом видео, это 128 600 и, возможно, даже выше. Это только из нашего паттерна Clean. По уровням Фибоначчи также первые цели. По уровню Фибоначчи у нас здесь первая цель это по уровню Фибоначчи у нас первая цель это район 1.618, да, наша цель. Вот здесь 123 тысячи, пока так и остается. И по полному дракону, по всей этой структуре, опять же, 1.618, основная цель, ничего сложного. Основная цель, то, что я говорил в прошлом видеообзоре, наша старая еще цель, помните ее, да? От 4.04, здесь все подписано даже, делал себе отметку. 135 444. Кстати, появился актив 4 четверка, да, к доллару торгуется. Там еще нарисован, там как бы фотография Чана Пинжао, да, и он показывает цифру 4. Какой-то очередной скам-проект, скорее всего. Не знаю, не разбирал. В общем, если интересно. Различные активы, кстати, такие тоже иногда подбираю около на 25, 50, 100 долларов. Опять же, все в зависимости от самого актива. Или делим первая точка входа 25, потом наблюдаем за ценой. Если провалится ниже, дополняем 50 и наблюдаем за активом. Опять же, уйма разных стратегий, да, как поступать вам, особенно с различным скамом, это уж точно решать только вам самим. Более серьезные активы, такие как ADA или тот же XRP, XLM, Dash, Monero, Litecoin, Ethereum. Про эти активы говорил раньше. Тот же Zcash, который очень себя, кстати, хорошо уже показал. Да, мы закрыли часть этого актива. Частично, кстати, закрыл в USDT, частично закрыл в биткоин. В общем, цель этого видео показать вам то, что, опять же, Атлант был прав. Двигаемся наверх. И очередной уровень сопротивления стал действительно уровнем сопротивления для цены биткоина, где цена остановилась и пошел большой откат. Вот этого уровня опять подобрал шорт позиции. АМС перегрет. Уровень был, коснулись, точки совпали, да, и можно подобрать несколько шорт позиций. То, что сделал я, пока наблюдаю за этими сделками, как раз отработать, если сделает ретест и пойдем выше, будет идеально, да, часть шорт закрыть, часть оставить на продолжение движения. То есть думайте наперед, это рынок, он постоянно дышит, какие-то новости могут резко все изменить. Можем и вверх резко уйти, да, выстрелить хорошо, также и вниз. Так, и на дневном таймфрейме еще раз напоминаю, да, у нас здесь есть такая структура интересная, которую из-за вот этого момента многие не читают. Перевернутый погиб, да, с целью 126 666, 126 550, 126 700, 666, интересная цена. Давай, кстати, вот так сделаем, чтобы потом, когда мы придем, да, если это все здесь будет происходить, не будем пробивать шею и не будем уходить, ломать эту структуру, то в дальнейшем давай посмотрим, какая цена будет, да, я так для себя здесь отмечу. Таким образом, понаблюдаем, посмотрим, куда придет цена и где она здесь остановится. Остановится ли или пойдет выше. Такой вот у нас дракончик еще раз
Говорю, собирается. Так. Кто хочет ко мне на график, на наш авторский график Атланта, пишите в личку, ссылки в описании. Также, когда выпускаю видео, да, пишут иногда комментарии, различные скам, сид-фразы, какие-то скам-проекты. Будьте осторожны, никуда не надо влазить, не переходите ни по каким левым ссылкам. Будьте максимально предельно внимательны. И в телеграм-канале также прошу, ребята, не скидывайте ссылки. Чем-то хотите поделиться, сделали скриншот основную новость, да, дали ее в группу. Для новичков есть у нас библиотека трейдера. Заходите туда. Там много тоже важной, полезной информации. И книги, и различные свечные анализы, да, паттерны. Изучайте, как это работает. Все есть в свободном доступе. Если совсем что-то непонятно, напишите, подскажу, что где посмотреть. Еще раз напоминаю, есть по трейдерам, которые снимают качественные видео обзоры по движению, да, как можно посмотреть, как двигаться, как идти за маркетмейкером, как смотреть, да, они показывают свои стратегии, вернее, да, свою стратегию показывают. То есть имеет смысл их посмотреть, они помогают с объяснениями, помогают понять, как читать рынок. Такой, например, как Спартак Македонский, да, Спарта BDC или Дима 80/20, трейдер 80/20 Дима делает тоже хороший контент. Найдите на YouTube канал, YouTube канала, да, посмотрите, изучайте эти моменты. Откроются глаза на многие простейшие вещи. Конечно, они не все полностью объясняют, но дают много полезной основы, да, фундамента. Так, далее по Атланту. Еще раз напоминаю, на дневном таймфрейме у нас лонг приоритет от 28 сентября. А на 15-минутном таймфрейме мы здесь развернулись дважды. Смотри, у нас прям по Атланту лонг приоритет был. Помните, голова плечи, еще раз напоминаю, старый паттерн. И на выходе, да, голова плечи. Здесь у нас зона неопределенности недельного таймфрейма. Цена сюда пришла, да, здесь произошли опять дополнительные закупки. Объем немного здесь подрастал, да, здесь вытряхивали. Все, потом ушли в боковик. И Атлант здесь подсказал лонг приоритет вот в этом месте. Вот он, Атлант от 28 сентября с уровня 109 400. После этого цена пошла наверх. Потом была попытка развернуться, и опять, да, и опять здесь Атлант подсказал, что лонг в приоритете. Пробили уровень психологические сопротивления. И дальше произошло самое то, что сейчас изменяет полностью систему биткоина, да, то, что ломает медведей. Он вот в этом месте, вот здесь было хорошее вливание, большой объем вливания, и сходу, да, махом пробили уровень нисходящий, трендовую, пробили, закрепились выше и пошли выше, выше, да, далее пробили сильное психологическое сопротивление на 117 800, пробились выше, забрали цели из паттерна голова-плечи, да, у нас здесь, вот здесь наша цель 120 тысяч, забрали ее. И от уровня, вот он, от уровня 120 100 здесь подбирали несколько шорт-позиций, не перевел в безубыток, пока жду, да, когда цена идет еще немного ниже, но в любом случае я сразу поставил стоп за этот экстремум, вот здесь 120 312, вот здесь. То есть, то есть, если сейчас маркетмейкер развернется и пойдем еще выше,
зону CZ, да, вот сюда, то у меня эти шорт-позиции выбьет. Буду перезаходить, буду смотреть опять же. Или на обратном пути уже, когда опять вниз будем проваливаться, дополнять. Но в любом случае наши лонг-позиции уже хорошо заработали. Часть перевели в безубыток. Пока наблюдаем, что будет дальше с ценой. Жду еще завтра, какое будет открытие Уолл-стрит и что покажет нам PMI. Также это хорошо влияет на рынок. На графике все эти моменты отмечены. Так, и золотое сечение из этого накопления у нас 123 622, 123 632. То есть основная цель по именно уровню Фибоначчи у нас лонг вот в эту область. Здесь закрою небольшую часть ранее открытых лонг позиций с этого уровня и из вот этого уровня. И будем думать, посмотрю, какие еще альткоины не подросли и по которым есть такая интересная формация. То есть, например, было накопление, рост, да, и потом долгое снижение и ушли которые в накопление. То есть желательно найти вот такие структуры. И можно в каждый из этих токенов добавить небольшой, там, по 1% от... Например, если вы выделили... Например, у вас есть $1000, да, то есть на каждый такой актив распределить, найти разных активов и, например, штук 200, да, поискать, какие есть альткоины, 100-200 таких монет, поискать и в каждый вложить, например, по $50. Просто каждый из этих альткоинов и закрыть, да, на 50% и на 100%. Это, можно сказать, как казино. Вот эти вот альткоины, которые у нас есть, всякие мемкоины, да, это все большое казино. В общем, подбирайте монеты аккуратно. Лучше торговать каким-то конкретным активом, у которого есть перспектива, да, и тяжелый актив, например, биткоин, старый, основной актив, за которым все движется. Можно взять, дополнить Ethereum, да, и активы, активы бирж, например, Binance, BNB, на бирже Bybit у нас MNT, да, или как она называется, постоянно я забываю, они несколько раз там ребрендинг был, по-моему, MNT называется, сейчас, секунду, да, MNT, Mantle. Также актив такой, как Atom, например, Оптимизм, про него уже говорил, Polygon. И единственный из мем-коинов, которые я подобрал, это то, про что говорил Илон Маск. Это Dogecoin. Вот этот актив я тоже докупаю. Именно докупаю. Возможно, он дойдет у нас до $1, возможно, выше. Вот в этом цикле. Большую часть буду закрывать около доллара. 80 центов, 90 центов, доллар. Интересно, развернуть, нет, да? Посмотрим. Ладно, берегите себя. С вами был Атлант. Ставьте лайк, оставляйте комментарии, приглашайте друзей. Кто хочет ко мне на график, пишите в личку. Если есть какие-нибудь пожелания, да, и что поправить, что добавить, дополняйте. Все, всем удачи. Кстати, у нас часто проводятся розыгрыши в закрытой группе. Например, мы
опять разыгрывали 5 подписок на 3 месяца на Telegram среди наших участников. Я думаю, все остались довольны. Ребята, если что, пишите комментарии обязательно, если обязательно проголосуйте за нашу группу, да, когда отправлю, чтобы голоса попали в Телеграме, в общем, в нашу закрытую группу. Все, всем удачи, спасибо за внимание. Только наверх, только вперед. Все будет биткоин, как я говорил ранее. Берегите себя, пока-пока. Ставьте стоп-ордер.